Вы знали, что секрет превращения самых больших вызовов вашей жизни в ваши лучшие возможности мог быть открыт более 2000 лет назад. Представьте себе, как противостоять жизненным бурям с таким могущественным спокойствием, что ничто не смогло бы нарушить ваш внутренний покой. Звучит как суперсила, верно? Но это не просто мечты. Это великая сила, древняя философия, которая также применима сегодня, как была в оживленных римских рынках и залах мрамора Древней Рим и Греция. Стоицизм учит нас, что хотя мы не можем контролировать все аспекты нашей жизни, мы обладаем абсолютной властью над тем, как мы выбираем реагировать. В современном мире, где неопределенность кажется единственной уверенностью, эти учения могут быть тем пристанищем, которое мы все ищем. И что если я скажу вам, что стоицизм – это скорее действие, чем мысль? Это жить жизнью, наполненной целью, упорством и счастьем, независимо от того, что жизнь принесет на ваш путь. Это не подавление ваших эмоций, а их понимание и управление для более насыщенной жизни. Так что если вы сталкиваетесь со стрессом, сталкиваетесь с трудностями или просто ищете больше радости в повседневной жизни, оставайтесь с нами. Сегодня мы погрузимся в стоицизм, раскрывая его вечную мудрость и узнавая, как он может изменить не только наше мышление, но и наш образ жизни. Если вы готовы начать этот путь трансформации, не забудьте подписаться, поделиться и нажать кнопку «Нравится». Следите за мной до конца, не пропуская, потому что каждый момент этого видео – шаг к открытию стоической мудрости, которая может изменить вашу жизнь. Давайте превратим ваш день в нечто удивительное и поможем вам раскрыть свой полный потенциал. Сегодня вы узнаете 13 стоических принципов, которые, если применить их на практике, немедленно изменят вашу жизнь. Готовы сделать разницу в своей и вашей семейной жизни? Тогда покажите свое обязательство и напишите в комментариях «Я буду процветать». Повторите это «Я буду процветать». Когда я увижу ваш комментарий, я отреагирую сердечком как знак того, что вы на правильном пути. Ваше стремление к знаниям уже показывает, что вы особенный человек. Принцип первый. Фокус на том, что под вашим контролем. Вы когда-нибудь оказывались в пробке, раздражались из-за задержки или просматривали телефон, только чтобы раздражаться от негативного комментария к вашему посту? Это происходит с лучшими из нас. Почти так, будто наш повседневный день наполнен этими маленькими испытаниями, испытывающими наше настроение и душевное равновесие в каждый момент. Но вот революционная перспектива мира стоицизма, которая может перевернуть всю эту фрустрацию вверх дном. Стоицизм – это удивительная философия, уходящая корнями в Древнюю Грецию и Рим, предлагает нам этот мощный инструмент – сосредоточиться на том, что под нашим контролем. Великий стоик Эпиктет однажды сказал: «Не то, что происходит с вами, важно, а то, как вы на это реагируете». Подумайте об этом секунду. Пробки, плохая погода, негативные комментарии – все это вне нашего контроля. Мы не можем изменить их, как бы мы этого не желали. Но то, что мы можем изменить, это нашу реакцию на них. Эта идея не только древняя мудрость, она подтверждена и современной психологией. Карл Юнг, гигант в области психологии, знаменито заявил: «Я не то, что со мной случилось, я то, что выбираю стать». Это идеально соответствует стоической практике. Это осознание того, что единственная реальная власть, которой мы обладаем, это над нашими собственными реакциями, мыслями и действиями. Давайте немного разберем это. Представьте, что вы в той самой пробке опаздываете на важную встречу. Вы можете провести это время в гневе, гудя и стрессуясь, что, давайте честно, не заставит машины перед вами двигаться быстрее. Или вы можете глубоко вздохнуть, принять ситуацию и, может быть, использовать время для прослушивания подкаста, аудиокниги или просто наслаждения музыкой.
Пробка не изменилась, но ваш ответ на нее изменился. И с этим изменением ваш уровень стресса снижается, а день кажется чуть ярче. Этот стоический принцип фокусировки на том, что вы можете контролировать, выходит далеко за пределы простого справления с пробками или погодой. Он применим к нашим личным целям, нашим реакциям на других и нашему подходу к жизненным препятствиям. Как напоминает нам еще один великий стоик Марк Аврелий, у вас есть власть над вашим разумом, не над внешними событиями. Познайте это, и вы найдете силу. Поэтому в следующий раз, когда вы обнаружите, что раздражаетесь чем-то, что лежит вне вашего контроля, вспомните эти. Принцип 2. Амулет от препятствий к возможностям. Стоицизм учит нас искусству видеть препятствия как возможности. Это кажется противоречивым, верно? Большинство из нас привыкли видеть препятствия только как барьеры на пути к успеху и счастью. Но стоики, такие как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет, меняют эту нравственную повесть. Они говорят нам, что когда жизнь бросает вам вызов, вместо того, чтобы спрашивать «почему именно я?», спросите «что я могу извлечь из этого?». Это изменение парадигмы. Марк Аврелий, римский император и стоический философ, написал в своих личных записях: «Препятствие к действию продвигает действие. То, что на пути, становится путем». Что он имеет в виду здесь, это то, что каждое препятствие, сколь бы страшным оно ни было, не только испытывает нашу устойчивость, но и учит ценным урокам. Это нахождение позитивной стороны в сложных ситуациях и использование ее для нашего личного роста. Эта перспектива не только древняя философия, она подтверждена и современными мыслителями. Известный психолог Карл Юнг сказал: «То, что вы сопротивляетесь, остается». Борясь с препятствиями, мы делаем их более мощными, но принимая их и учась на них, мы можем их преодолеть. Эта стоическая ментальность заключается в том, чтобы превращать вызовы в ступени к сильному и мудрому становлению. Давайте сделаем это практичным. Допустим, вы сталкиваетесь с отказом в процессе трудоустройства. Легко уйти в спираль самозаключения и сомнений, но что, если вы увидите каждый отказ как обратную связь? Возможно, есть навык, который вам нужно улучшить, или новая стратегия в вашем поиске работы. Это изменение взгляда может превратить серию отказов в путь к профессиональному росту. Еще один пример – это личные конфликты. Они могут быть неприятными и стрессовыми, но они также предоставляют возможность для практики терпимости, эмпатии и навыков общения. Каждое разногласие – это шанс понять различные точки зрения и улучшить наши навыки разрешения конфликтов. Суть в том, чтобы задавать себе вопрос: что эта ситуация может мне научить? Вместо того, чтобы быть пассивной жертвой обстоятельств, мы становимся активными учениками и решателями проблем. Это не значит, что преодоление препятствий становится легким, но мы подходим к ним с умом, нацеленным на рост и обучение. Эпиктет однажды сказал: «Не то, что происходит с вами, а то, как вы на это реагируете, имеет значение». Это ядро стоицизма. Это умение видеть за пределами боли или разочарования непосредственного препятствия и находить в нем уроки и возможности. Так что, когда вы сталкиваетесь с вызовом, будь он большим или маленьким, попробуйте остановиться и переосмыслить ситуацию. Спросите себя, что вы можете извлечь из этой ситуации и как это может сделать вас сильнее и мудрее. Помните, препятствия – это не просто преграды, которые нужно преодолеть. Они – это возможности для роста. Приняв такую стоическую ментальность, мы можем более грациозно, стойко и мудро преодолевать взлеты и падения жизни. Принцип 4. Построение самодисциплины. Я знаю, что слово «самодисциплина» может вызывать ассоциации с жесткими расписаниями и жизнью, лишенной развлечений, но давайте вместе изменим этот образ.
Самодисциплина не ограничивает вашу жизнь. Это о доверии себе делать выборы, соответствующие вашим глубоким ценностям и долгосрочным стремлениям. Это выбор того, что правильно для вас, а не легко в данный момент. В своей сути построение самодисциплины – это о владении собой. Это о том, чтобы говорить «да» вещам, которые нам служат, и «нет» вещам, которые этого не делают, даже если это трудно. Подумайте об этом. Будь то придерживание режима упражнений, экономия денег вместо импульсивных покупок или отключение Netflix для сосредоточения на проекте, эти выборы могут не приносить мгновенного удовлетворения, но готовят путь к удовлетворению и долгосрочному успеху. В стоицизме многое сказано о самодисциплине. Марк Аврелий, римский император и стоик, однажды написал: «У вас есть власть над своим разумом, над внешними событиями. Познайте это, и вы найдете силу». Это мощное утверждение подчеркивает суть самодисциплины. Это о контроле над нашими импульсами, эмоциями и действиями, вопреки искушениям и внешним отвлекающим факторам, которые жизнь бросает нам на пути. Сенека также предлагает мудрость по этому поводу. Он советует нам быть стойкими и контролировать свои желания, а не быть ими контролируемыми. Он понимал, что истинная свобода приходит изнутри, из нашей способности управлять собой и своими аппетитами. Но почему так важна самодисциплина? Аристотель, древний греческий философ, проливает свет на этот вопрос. Он считал, что мы достигаем отличия и добродетели через привычку. Практикуя самодисциплину, мы вырабатываем привычки, которые направляют нас к лучшей версии себя. Речь идет не о случайных проявлениях силы воли, а о постоянном выборе, отражающем наши ценности и цели. Построение самодисциплины также связано с современным психологическим пониманием. Карл Юнг, пионер в психологии, подчеркивал важность интеграции всех аспектов нашей личности для полноценной жизни. Эта интеграция требует самодисциплины, поскольку нам нужно управлять желаниями различных частей нашей психики, выбирая пути, способствующие нашему общему благополучию и росту. Итак, как мы можем построить самодисциплину в нашей повседневной жизни? Начните с малого. Выберите область, в которой хотите улучшиться. Будь то диета, режим упражнений или финансовые привычки. Сформулируйте четкие и достижимые цели и двигайтесь шаг за шагом. Помните, каждый раз, когда вы делаете выбор, соответствующий вашим целям, вы развиваете мускул самодисциплины. Эпиктет напоминает нам: «Великое не создается внезапно». Самодисциплина строится через малые и последовательные действия. Речь идет о прогрессе, а не о совершенстве. Каждый день приносит новые возможности для практики самодисциплины, для выбора действий, приближающих нас к тому, кем мы хотим стать. Построение самодисциплины – это путешествие. Речь идет о нахождении баланса между тем, что мы хотим сейчас, и тем, чего мы действительно хотим. Речь идет о принятии трудных в моменте выборов, которые приближают нас к нашим целям, счастью и долгосрочному миру. Итак, давайте сделаем общее обязательство на этом пути, поддерживая друг друга в выборе правильного пути, а не легкого. Помните, в царстве самодисциплины лежит путь к достижению наших мечтаний и к жизни, которую мы действительно любим. Принцип 5. Развитие эмоциональной устойчивости. Когда жизнь бросает нам кривые, мы все переживаем вихрь эмоций. Карл Юнг, пионер психологии, подчеркивал важность интеграции всех аспектов нашей психики для достижения полноты. Часть этого процесса заключается в конфронтации с нашими эмоциями, их понимании и извлечении уроков из них. Это является основой развития эмоциональной устойчивости. Что же делать, когда вы испытываете сильные эмоции? В первую очередь, позвольте себе почувствовать. Признайте свои эмоции без суждений. Затем отойдите на шаг назад и попытайтесь понять, что вызвало эти чувства.
Этот размышлению может дать ценные идеи о ваших эмоциональных шаблонах и триггерах. Эпиктет сказал: «Не то, что происходит с вами, а как вы на это реагируете, имеет значение». Это мощное напоминание о том, что наши реакции на эмоции могут формировать наши жизненные опыты. Вместо того, чтобы быть реактивными, мы можем выбирать отвечать конструктивно и исцеляющим образом. Развитие эмоциональной устойчивости – это долгий путь. Оно включает в себя практику осознанности, саморефлексии и терпения. Это о создании набора стратегий для справления с трудностями, таких как ведение дневника, разговор с доверенным другом или практика релаксации. И что самое важное, это о доброте и сострадании к себе, когда вы переживаете свои эмоции. Развитие эмоциональной устойчивости не означает, что вы никогда не будете испытывать негативных эмоций. Это о том, чтобы научиться навигировать по волнам этих эмоций с достоинством и выйти на другом конце сильнее и более самосознательным. Развивая эмоциональную устойчивость, мы укрепляем себя для преодоления жизненных вызовов с мужеством и уравновешенностью. Давайте вместе обратимся к этому пути, поддерживая друг друга в развитии эмоциональной устойчивости и в конечном итоге ведении более удовлетворительной жизни. Принцип 6. Мементо море. Помни, что ты умрешь. Стоки, включая великие умы, такие как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет, используют этот концепт не для того, чтобы вызывать страх, а чтобы вдохновить на более глубокое почитание каждого момента. Они верили, что, помня о неизбежности смерти, мы будем жить более полно, осознанно и с благодарностью за настоящее. Марк Аврелий в своих размышлениях часто размышлял о временности жизни, призывая нас жить в соответствии со своими ценностями и извлекать максимум из времени, которое нам дано. Ты можешь уйти из жизни прямо сейчас. Пусть это определяет то, что ты делаешь, говоришь и думаешь, писал он. Это не о мрачности, это призыв к действию, напоминание сосредоточиться на том, что действительно важно, отложив в сторону мелкие тревоги и живя с целью и целостностью. Сенека также говорил о кратковременности жизни, настаивая, чтобы не тратить время на мелочи, а сосредоточиться на создании значимого существования. Он считал, что осознание смерти побуждает нас жить мудро и ценить наши отношения и опыты. Эпиктет подчеркивал важность фокусировки на настоящем и максимальном использовании нашего времени. Помня о том, что мы не живем вечно, мы склонны жить этично и ценить красоту и богатство жизни, как мы можем воплотить мементо море в нашу жизнь, не допуская, чтобы он казался черной тучей над нашими головами. Это начинается с изменения перспективы. Вместо того, чтобы видеть сознание о смерти как нечто страшное, мы можем рассматривать его как мощный мотиватор для полноценной жизни. Речь идет о обнимании настоящего, не откладывая наши мечты или счастье на неопределенное будущее, которое не гарантировано. Подумайте о вещах, которые вы откладывали. Может быть, это преследование страсти, восстановление связи с близкими или просто время, чтобы насладиться маленькими радостями повседневной жизни. Мементо мори напоминает нам не брать наше время на гарантию. Он побуждает нас жить более аутентично, говорить то, что мы думаем, любить открыто и быть в настоящем моменте нашей жизни. Этот концепт также учит нас ценить изменчивость жизни, что в свою очередь углубляет нашу благодарность за моменты, которые мы имеем. Когда мы помним, что наше время ограничено, мы более ценим наши опыты, живем более внимательно и выражаем благодарность за людей и моменты, обогащающие нашу жизнь. Итак, давайте использовать мементо мори не как источник страха, а как катализатор для роста, благодарности и более глубокого ценения жизни. Пусть он напоминает нам делать выборы, соответствующие нашим глубоким ценностям, ценить наши отношения и наслаждаться красотой настоящего момента.
Помня, что однажды мы умрем, мы побуждаем себя жить полноценно сегодня. Обнимая мементо мори, мы находим мощное напоминание жить не от страха смерти, а в праздновании жизни. Пусть каждый момент станет ценным не потому, что мы боимся его конца, а потому что мы влюблены в саму жизнь. Давайте жить так, чтобы, когда придет наш час, мы могли смотреть назад без сожалений, зная, что мы жили полной жизнью, любили глубоко и ценили невероятное путешествие, которое называется жизнь. Принцип 7. Практика благодарности. Фасцинантно, как такое простое понятие может оказать глубокое влияние на нашу жизнь. Речь идет о смене фокуса с того, что у нас есть, вместо того, чтобы огорчаться из-за того, что мы теряем. Эта практика может быть настоящей игрой-переворотом, особенно в те дни, которые кажутся трудными испытаниями. Стоки, мудрые, как они были, имели многое сказать о благодарности. Они считали, что счастье приходит не от наличия большего, а от ценности того, что у нас уже есть. Марк Аврелий часто писал о важности концентрации на настоящем и нахождении радости в простых вещах. Он говорил: «Когда ты встаешь по утрам, подумай, каким драгоценным привилегием является жизнь, дышать, думать, наслаждаться, любить». Это благодарность в ее самом чистом виде, признание ценности самой жизни и множество даров, которые она предлагает нам каждый день. Сенека говорил о том, как наши желания могут нас отвлечь, всегда стремясь к большему и никогда не находящие настоящего удовлетворения. Он предложил, что, сосредотачиваясь на том, что у нас есть, и понимая, что лучшие вещи в жизни уже в нашем распоряжении, мы можем найти настоящее удовлетворение. Эпиктет, известный своим практическим подходом к стоицизму, призывал своих последователей ценить их текущие обстоятельства, какими бы они ни были. Он считал, что, принимая и находя ценность в нашем нынешнем положении, мы можем жить более полной жизнью. Итак, как мы практикуем благодарность, особенно когда жизнь бросает нам вызовы на пути, все начинается с того, чтобы сделать ее ежедневной привычкой. Каждое утро или вечером находите время, чтобы задуматься о 3 вещах, за которые вы благодарны. Это может быть так просто, как чашка горячего кофе, разговор с другом или красота заката. Такая практика помогает перенастроить наши мозги на позитивное, улучшая настроение и общее видение жизни. Благодарность также означает принятие вызовов и извлечение уроков из них. Вместо вопроса «почему это происходит со мной?» мы можем спросить «что я могу извлечь из этого урока?». Такая смена перспективы помогает нам ценить наши опыты, как положительные, так и негативные, как ценные шаги в нашем пути. Кроме того, практика благодарности помогает нам строить более крепкие связи с другими людьми. Выражая признательность людям в нашей жизни, мы не только делаем их день светлее, но и укрепляем наши отношения. Простое «спасибо» может пройти долгий путь, показывая кому-то, что он ценен и любим. Аристотель говорил о важности признания добра в нашей жизни и стремлении к добродетельной жизни. Он считал, что благодарность является ключевой частью достижения эвдаймонии, или истинного счастья, так как она позволяет нам оценить доброту вокруг нас и внутри нас самих. Даже современная психология поддерживает пользу благодарности. Исследования показывают, что люди, которые регулярно практикуют благодарность, испытывают меньше тревожности, лучше спят и имеют более позитивное видение жизни. Это, как сказал Карл Юнг, слово «счастье» потеряло бы свой смысл, если бы его не сбалансировала грусть. Определяя и проявляя благодарность за полный спектр наших опытов, мы находим более глубокое и подлинное счастье. Итак, давайте сделаем благодарность угловым камнем нашей повседневной жизни. Давайте отмечать маленькие победы, ценить моменты связи и находить радость в простых удовольствиях.
Фокусируясь на том, что у нас есть, а не на том, что мы теряем, мы можем развивать чувство изобилия и счастья, которое сияет изнутри. Помните, несчастье приносит нам благодарность, благодарность приносит нам счастье. Давайте наполнять наши чаши наполовину, поднимать их высоко и выпивать за красоту благодарности в нашей жизни. Встречайте положительные моменты даже в самые пасмурные дни. Принцип 8. Фокус на личной превосходности. Стойкие имели глубокое понимание личной превосходности. Они верили, что превосходство или добродетель является единственным истинным добром, и что все, что мы делаем, должно направляться на жизнь в соответствии с добродетелью. Например, Марк Аврелий является примером человека, который стремился к личной превосходности. Он сказал: «Не трать больше времени на споры о том, что должен быть хороший человек. Будь им». Это простое, но мощное заявление захватывает суть личной превосходности. Это о воплощении ценностей, которые мы восхищаемся, и стремление жить по ним каждый день. Сенека подчеркивал важность самосовершенствования и обучения. Он отстаивал жизнь, живущую в соответствии с природой и разумом, предлагая, что истинное превосходство исходит изнутри и отражается в наших действиях и выборах. Эпиктет подчеркивал роль личной ответственности в достижении превосходства. Он учил, что наши реакции, наши эмоции и наша воля под нашим контролем и власть над ними является ключевым элементом жизни в добродетели. Но что означает фокус на личной превосходности в нашем повседневном быту? Это начинается с установки личных стандартов на основе наших ценностей и стремлений, а не ожиданий общества или достижений других людей. Это о понимании, кто мы есть, понимание наших сильных и слабых сторон и последовательные действия в направлении улучшения. Личная превосходность также о резилиентности. Это о том, как мы реагируем на неудачи и неудачи, а не только наши успехи. Как сказал Аристотель, превосходство никогда не бывает случайностью. Это всегда результат высокого намерения, искренних усилий и умной реализации. Оно представляет собой мудрый выбор из множества альтернатив. Выбор, а не случайность, определяет вашу судьбу. Это означает восприятие вызовов как возможностей для обучения и роста, а не как препятствий. Кроме того, фокус на личной превосходности включает в себя развитие менталитета роста, концепция, поддерживаемая современной психологией. Это вера в то, что наши способности и интеллект могут быть развиты через посвящение и упорный труд. Этот подход побуждает нас принимать вызовы, настаивать на преодолении неудач и видеть усилия как путь к мастерству. Личная превосходность также означает жить подлинно. Это быть верным себе и своим ценностям, даже когда это нелегко. Это о принятии решений, которые отражают то, кто мы есть и кем мы хотим быть, и гордиться нашим путем, включая борьбу и победы. Практика благодарности, как мы обсуждали ранее, также связана с личной превосходностью. Оценивая то, что у нас есть и где мы находимся в нашем пути, мы поощряем позитивное видение, которое поддерживает наше развитие и благополучие. Так что давайте обязуемся фокусироваться на личной превосходности. Давайте установим собственные стандарты, обнимем наши уникальные пути и гордимся нашими достижениями. Помните, не стоит быть идеальным. Речь идет о гордости за то, кто мы есть и как мы живем. Это отмечать наши усилия, учиться из наших опытов и всегда стремиться быть лучшей версией себя. Вместе мы можем сделать личную превосходность не просто целью, а образом жизни. В мире, перенасыщенном социальными медиа, где лайки, подписчики и комментарии часто определяют наше чувство собственной ценности, легко попадать в ловушку оценок себя через призму чужих мнений. Но вот освобождающая истина. Ваша ценность не зависит от внешней одобрительной оценки. Это о быть верным себе,
принимать свою подлинность и жить в соответствии со своими ценностями. Стойкие, эти древние философы, к которым мы обращаемся за вечной мудростью, имели многое сказать по этому поводу. Они учили, что наш мир и свобода внутреннего состояния зависят от того, на что мы можем повлиять, наши действия, наши мысли, наша целостность, а не от изменчивых мнений других людей. Марк Аврелий мудро заявил: «Я много раз задавался вопросом, как человек может любить самого себя больше всех других, но при этом придавать меньший вес своему собственному мнению о себе, чем мнениям других». Это отмечает парадокс, с которым многие из нас сталкиваются, ценя оценки других выше нашей собственной самооценки. Сенека разделял это чувство, подчеркивая важность жить настоящей жизнью для себя, а не подчиняться ожиданиям или одобрению других. Он верил, что истинное удовлетворение приходит изнутри, из жизни, соответствующей нашим принципам и ценностям. Эпиктет учил, что беспокоиться о мнениях других вне нашего контроля и, следовательно, не стоит тратить на это нашу энергию. Он призывал к фокусировке на наших собственных действиях и жизни в добродетели, потому что здесь лежит наша истинная сила. Как же мы можем начать меньше заботиться о том, что думают другие, и больше быть верными себе? Во-первых, это понимание того, что вы являетесь автором своей жизненной истории. Вы имеете силу определять свою ценность. Не общество, не ваши подписчики в социальных сетях и не люди вокруг вас. Это о закладывании вашего самоуважения в том, кто вы есть, в ценностях, которые вы защищаете, в доброте, которую вы распространяете, и в усилиях, которые вы прилагаете, чтобы стать лучшей версией себя. Во-вторых, это практика саморефлексии. Спрашивайте себя: чью жизнь я живу? Принимаю ли я решения на основе своих желаний или пытаюсь вписаться в чужой шаблон? Подумать над этими вопросами помогает выровнять ваши действия с вашим истинным «я». В-третьих, примите уязвимость. Быть верным себе означает быть открытым по поводу своих слабостей и всего остального, понимая, что совершенство – это иллюзия. Это в порядке быть работой над собой, совершать ошибки и учиться на них. Эта подлинность привлекает в вашу жизнь правильных людей, тех, кто ценит настоящего вас. Кроме того, помните слова Аристотеля, который говорил о золотой середине, нахождение баланса в жизни. Применение этого к нашей заботе о мнениях других означает нахождение здорового баланса между учетом конструктивной обратной связи и сохранением нашей автономии и самоуважения. Внедрение стоической ментальности в нашу жизнь означает понимание, что наша ценность определяется нашими добродетелями, нашими действиями и нашим стремлением жить значимую жизнь, не внешними похвалами или одобрением. Это о построении сильной внутренней крепости, которая остается непоколебимой перед мимолетными мнениями других. Давайте обязуемся ценить себя за то, кем мы действительно являемся, а не за лайки, подписчиков или одобрения, которые мы получаем. Давайте будем смелыми в нашей подлинности, живя жизнью, которая резонирует с нашими глубочайшими истинами. Помните, ваша ценность врожденна и уникальна, и, будучи верными себе, вы сияете светом по-настоящему искренним способом. Давайте не просто плыть по жизни, а процветать в ней с уверенностью, исходящей из понимания, что мы живем аутентично в соответствии с нашими ценностями и верными сами себе. Принцип 10. Принятие изменений. Вот в чем дело. Принятие изменений необходимо не только, но и важно для нашего роста и счастья. Реальность заключается в том, что единственное постоянное в жизни – это изменения. Учиться, сопереживать и принимать неизбежные изменения жизни делает их более приемлемыми и менее пугающими приключениям. Стойкие имели невероятно здоровую перспективу на изменения.
Они видели это как естественную часть ритма Вселенной. Марк Аврелий сказал: «Примите все, что придет к вам, тканое в узор вашей судьбы, так как что может быть более соответствующим вашим потребностям?» Это глубокое принятие изменений как части ткани жизни помогает нам понять, что каждое изменение, будь то воспринято как хорошее или плохое, имеет свое место в нашей истории. Сенека учил, что слишком сильное привязывание к нашим текущим обстоятельствам может привести к разочарованию, потому что неизбежно эти обстоятельства изменятся. Он советовал быть гибкими и понимать, что изменение – это не просто часть жизни, а необходимый компонент нашего личностного развития и счастья. Эпиктет призывал нас различать то, что мы можем контролировать, и то, что мы не можем. Он указывал на то, что в то время как мы не можем контролировать внешние события, мы можем контролировать наши отношения к ним. Этот подход невероятно мощен, когда речь идет о принятии изменений. Речь идет о фокусировке на наших реакциях, на нахождении возможностей для роста внутри изменений и продвижения вперед с упругостью. Итак, как мы можем стать более готовыми к изменениям? Во-первых, признавая, что изменения неизбежны. Это естественный порядок вещей. Все вокруг нас постоянно меняется. Сменяются времена года, люди приходят и уходят, наши собственные клетки обновляются, пока мы говорим. Принятие изменений означает принятие самой жизни. Во-вторых, практика осознанности. Быть здесь и сейчас позволяет нам ценить наши текущие опыты без привязанности к ним. Это осознание создает пространство для принятия, когда эти опыты неизбежно меняются или завершаются. В-третьих, извлечение уроков из изменений. Каждое изменение в нашей жизни, сколь бы оно ни было вызовным, приходит с возможностями для учебы и роста. Вместо вопроса «почему это происходит со мной?» мы можем спрашивать «что я могу извлечь из этого урок?». Это изменение перспективы может превратить вызовы изменений в ступени к личностному развитию. Аристотель говорил о важности стремления к добродетельной жизни как ключу к счастью. Частью добродетели является адаптивность, способность навигировать по изменениям жизни с достоинством и мудростью. Это нахождение баланса и гармонии в потоке жизни. Современная психология поддерживает этот стоический подход к изменениям. Видение изменений как возможности, а не угрозы, может значительно снизить уровни нашего стресса и тревоги. Это может улучшить нашу устойчивость, делая нас лучше подготовленными к тому, что жизнь нам предоставляет. Давайте помнить, что изменения – это нечто, что мы должны просто выдержать, но что мы должны принимать как естественную и обогащающую часть нашего пути. Приняв изменения, мы открываем наши жизни для новых опытов, роста и красивого раскрытия наших уникальных путей в жизни. Помните, что плыть по течению не означает бездеятельность. Это о включении себя активно в жизнь во всей ее динамической сложности. Давайте смело, с грацией и открытым сердцем смотреть в глаза изменениям и все безграничные возможности, которые они приносят. Принцип 11. Практика сострадания и эмпатии. Несмотря на наши различия, мы все вместе на этом сложном пути жизни. Призывая к пониманию и заботе о других, мы способствуем тому, чтобы мир становился более добрым и любящим. Старинные стоики, эти древние философы, которые продолжают освещать нас своей вечной мудростью, придавали большое значение добродетели сострадания и эмпатии. Они верили в взаимосвязь всех людей и учили, что доброта и понимание к другим являются неотъемлемыми аспектами добродетельной жизни. Марк Аврелий, например, напоминал нам, что люди по своей природе – общественные существа, предназначенные для жизни в гармонии и сотрудничестве друг с другом. Он сказал, что не приносит пользы улью, не приносит пользы пчеле.
Это красиво иллюстрирует идею о том, что наше благополучие неотделимо от благополучия других. Сенека подчеркивал важность обращения к другим с добротой и щедростью. Он аргументировал, что сострадание – это естественный человеческий инстинкт, и что, помогая другим, мы также помогаем себе. В своих произведениях Сенека призывает нас проявлять эмпатию даже по отношению к тем, кто причинил нам вред, понимая, что они также действуют из своих собственных борьб и ограничений. Эпиктет учил нас стремиться понять точки зрения других, признавая, что у всех есть свои причины для своих действий. Это не означает одобрение вредного поведения, а о том, чтобы подходить к другим с мышлением об эмпатии, стремясь понять их опыт и точку зрения. Начинать с прослушивания, действительно слушая истории, опыты и чувства тех, кто нас окружает. Это о том, чтобы поставить себя на их место, представив их борьбу, радости, страхи и надежды. Этот акт понимания может заполнить пробел между нами, способствуя чувству связи и общего человечества. Еще один способ развить сострадание и эмпатию – это через акты доброты, как бы малы они ни были. Улыбка, доброе слово, внимательное слушание. Они могут внести значительную разницу в день кого-то. Быть присутствующим и внимательным к другим мы сигнализируем, что они важны, что их чувства и опыты важны и значимы. Практика сострадания и эмпатии также означает быть рядом с другими в их трудные моменты, предлагая поддержку и понимание без осуждения. Это о том, чтобы признавать ценность и достоинство каждого человека, независимо от наших различий. Древний философ Аристотель говорил о важности дружбы и о роли эмпатии в построении крепких и значимых отношений. Он верил, что настоящие друзья не только разделяют радости друг друга, но и страдания, поддерживая друг друга с состраданием и пониманием. Современная психология подтверждает акцент стоиков на сострадание и эмпатию, показывая, что эти добродетели не только улучшают наши отношения, но и наше эмоциональное благополучие. Заботясь о других, мы способствуем чувству принадлежности, цели и счастья в наших собственных жизнях. Давайте помнить, что за каждым лицом есть история, за каждым действием причина, и что, понимая и заботясь о друг друге, мы делаем мир более добрым и любящим. Делая это, мы не только обогащаем жизни тех, кто нас окружает, но и находим глубокое исполнение и радость в наших собственных жизнях. Вместе давайте разносить доброту, создавая волны сострадания, которые изменяют мир шаг за шагом, актом эмпатии. Принцип 12. Регулярное отражение и ревизия. Этот принцип заключается в том, чтобы сделать паузу, настоящую и значимую, чтобы взглянуть на наши действия, мысли и пути, которые мы прошли. Это о росте, внутреннем взгляде и выравнивании нашей жизни с нашими глубокими ценностями. В мире, который всегда движется вперед, эта практика является нашей опорой, обеспечивая, что мы не просто тащимся, но и идем в направлении, которое истинно для нас. Стоики с их глубоким пониманием человеческой природы высоко ценили практику отражения. Марк Аврелий в своих личных записях, которые мы сейчас бережно храним как размышления, предложил модель этой практики. Он не только управлял империей, он находил время, чтобы изучать свою жизнь, свои решения и свой моральный компас через письменное творчество. Он видел эту рефлексию как необходимость для жизни в соответствии с добродетелью и целью. Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей. Он писал, напоминая нам, что наш внутренний диалог формирует наш внешний мир. Сенека рекомендовал регулярное самооценивание как способ стимулировать самосовершенствование и мудрость. Он сравнивал жизнь с театральным представлением, предлагая периодически пересматривать наши роли и выступления. Мы действуем в гармонии с персонажем, которым мы хотим воплотиться.
Отражают ли наши действия сценарий, который мы ценим, сценарий нашей жизни? Эпиктет наставлял своих учеников завершать каждый день пересмотром своих действий и отношений. Это не было о самокритике, а о самосознании и росте. Он призывал нас задавать себе вопросы: что я сделал хорошо, что я сделал не так, какие обязанности я не выполнил. Через такие вопросы мы можем направлять свою жизнь более осознанно, делая корректировки, которые приближают нас к нашим идеалам. Как же мы можем воплотить эту стоическую практику отражения и ревизии в нашей современной жизни? Во-первых, сделайте это привычкой. Посвятите несколько минут каждый день, может быть, перед сном, чтобы отражаться на свой день. Какие были ваши победы? Где вы столкнулись с препятствиями и как на них ответили? Эта практика может начаться как умственное упражнение, но запись ее может увеличить ее пользу, предоставив вам материальную запись вашего пути. Во-вторых, используйте отражение как инструмент для благодарности. Отзываясь на свой день, также обращайте внимание на моменты, какие бы они ни были малы, которые приносили радость или благодарность. Это балансирует нашу естественную тенденцию сосредотачиваться на негативе, вырабатывая более позитивное видение жизни. В-третьих, подходите к этой практике с добротой и состраданием к себе. Отражение не о том, чтобы упрекать себя за ошибки, но о том, чтобы признавать их как возможности для обучения и роста. Будьте также понимающими и поддерживающими себя, как вы были бы с любимым другом. Аристотель говорил о важности жить размышляющей жизнью. Он верил, что истинная мудрость происходит от того, чтобы понимать себя, наши действия и наше место в мире. Это отражение является сущностью жизни, освященной, одной, которая соответствует добродетели и превосходству. Современная психология также поддерживает преимущество регулярного отражения, показывая улучшение психического здоровья, ясность целей и личный рост. Отражение над нашими опытами помогает нам обрабатывать эмоции, изучать из наших действий и принимать более информированные решения. Давайте обязуемся к этой практике регулярного отражения и ревизии. Пусть она будет нашим маяком, обеспечивающим, что мы не просто переживаем жизнь пассивно, но активно формируем ее в соответствии с нашими ценностями. Тратя время на взгляд назад, мы приобретаем необходимое понимание, чтобы двигаться более согласованно, более осознанно и более настроенно на сущность того, кем мы являемся и кем стремимся быть. Давайте ценить этот путь внутреннего размышления, потому что именно в знании себя мы находим путь к истинному удовлетворению и радости. Принцип 13. Внедрение стоицизма в вашу жизнь. Каждая из этих уроков стоицизма не только древняя мудрость. Это практические советы, которые могут помочь нам справляться со стрессом, принимать лучшие решения и находить мир в хаосе. Помните, не вызовы на пути определяют нас, а сила, которую мы находим, справляясь с ними, мудрость, которую мы накапливаем, и сострадание, которым делимся. Каждый шаг, каждое отражение, каждый акт доброты – это мазок на шедевре, который является вашей жизнью. Поэтому давайте не просто существовать, давайте жить ярко, целенаправленно и подлинно. Прощайте сегодня, я призываю вас не заканчивать вдохновение здесь. На экране вы найдете плейлист, который является кладезью мудрости, историй и стратегий, чтобы помочь вам навигировать по поворотам и виткам жизни с достоинством и устойчивостью. Нажмите на него, погружайтесь глубже и продолжайте формировать самую подлинную версию себя. Вместе мы продолжим расти, отражать и обнимать красивую сложность жизни. Спасибо за то, что поделились этим временем со мной. До встречи снова. Помните, что живем не только для аплодисментов, но и ради дела. Дела быть вашим наиболее подлинным «я». Берегите себя и увидимся на следующем этапе нашего путешествия.